Здравствуйте, уважаемые друзья! Рад приветствовать вас снова всех на своем канале. В прошлом видео я рассказывал вам о том, как поменять сеточку в бензобаке, то есть фильтр грубой очистки на Volkswagen Polo Sedan до рестайлинг. Сегодня я вам расскажу, как промыть форсунки дома в гаражных, так скажем, условиях, никуда не заезжая, с помощью очистителя карбюратора. Мотор у меня CFNA 105 лошадиных сил. Ну и как обычно, чтобы не затягивать, давайте начнем. Итак, инструмент, который нам понадобится: плоскогубцы, отвертки крестовая и плоская, тряпка, два провода, шприц 5 мл, очиститель карбюратора, торокс Т30 и разъем плоский 1.25 в количестве 2 штук. Самое первое, что нам необходимо, это скинуть минусовую клемму аккумулятора. Если у вас нету аккумулятора второго, собственно, для чего он нужен будет промывать форсуночки, позже я покажу, то можно, точнее нужно снять аккумулятор. Минусовую клемму я снял, идем дальше. Форсунки находятся вот здесь вот, то есть мы видим, вот они, 4 штучки. Соответственно, нужно нам снять фильтр. Фильтр снимается очень просто. Для начала мы откручиваем вот эти вот болтики, саморезики так называемые. Вытаскиваем вот этот шланг, он просто очень просто выдергивается, и все. И снимаем трубку воздуховода. Она снимается, держится на защелочках. Сейчас я вам покажу. Мешает палка это. Вот, надавливаем здесь вот с краев, и она просто спокойно вылезает. Давайте будем откручивать. Аккуратно, эти саморезы до конца не вынимаются. Все, открутили мы саморезы, можно снимать эту крышку. Здесь можно сразу проверить состояние нашего фильтра. Фильтр у меня новый стоял, буквально, ну даже 1000 пробега нету, поэтому нет, можно в принципе этого не делать. Дальше снимаем, как я и говорил, воздуховод. Нажимаю, вот он у меня вытаскивается. С другой стороны точно так же. Неудобно этой рукой. Наверное, желательно отверткой это все делать. Ну ладно, я рукой смогу. Все. Корпус воздушного фильтра держится на, ну, обычно, так скажем, на грибках, заклепках, как хотите, так называйте. Вот они, их видно. Раз, два. Еще одна должна быть где-то вот она. Все, мы его просто, желательно с правого края, давим просто наверх, и он у нас должен вылезти. Ничего не бойтесь сломать. И да, аккуратненько, вот здесь вот находится шланг, идущий к расширительному бачку. Он крепится как раз к фильтру. Мы его просто снимаем, и все. Просто отдернули, все. Нам ничего не мешает. Все. Фильтр у нас снят. Корпус фильтра снят, ну, соответственно, фильтр тоже. Вот они, наши форсунки. Чтобы снять давление в топливной рампе, необходимо открутить этот вот ниппель, так же как в колесе. Откручиваем его. Здесь находится, ну, такой же маленький ниппель, что ли, как в колесе. Мы на него нажимаем, и все, что находится у нас там в рампе, у нас пойдет, так скажем, наружу. Аккуратней, может брызнуть, если у вас машина горячая, чтобы не загорелись. Сейчас я это сделаю, и будем разбирать дальше. Все, давление с топливной рампы я снял, то есть давления там больше нету, а колпачок крутил обратно. Не пугайтесь, там бензина выльется прям вообще сущие копейки. Сразу можно посмотреть состояние дроссельной заслонки, я ее недавно чистил, поэтому у меня она должна быть чистенькая. Ну, собственно, ну плюс-минус чистая, так скажем. Чистая на самом деле. Дальше снимаем все фишки с форсунок. Делается очень просто, нажимаем и давим наверх. Если будет плохо идти, то сначала необходимо углубить, а потом уже тянуть наверх. После того, как мы сняли фишки, нам необходимо открутить топливоподачу. Ну как открутить? Просто стянуть этот хомут. То есть мы пассатижами надавливаем на него. Одной рукой неудобно, к сожалению. И стаскиваем вниз. Сейчас я это сделаю и будем смотреть дальше. Все, стянул я хомут. Остатки топлива вот выливаются.
с топливной рампы, что там будет. У меня машина сейчас горячая, но видно, что просто капает на защиту, поэтому это быстро выветрится. Дальше берем всеми нами любимый Torx T30, который мы использовали для снятия фильтра. Тот же самый. И откручиваем два самореза, именно самореза, держащие топливную рампу. Откручиваем. Все, открутили. Топливная рампа на данный момент у нас держится только на колечках, которые находятся в форсунках. Для того, чтобы нам это все дело вытащить, нужно аккуратненько, надавливая на нее, то есть с разных сторон, слева и справа, вытащить ее наверх. Немножко бензина, наверное, да нет, весь бензин уже у меня вытек, поэтому капельки какие-то идут. Поэтому ничего страшного там не будет, даже если попадет на коллектор. Вот я вытащил топливную рампу, уже вынул одну форсунку. Аккуратно, не потеряйте вот эти колечки. Они хоть и плотно сидят, но шанс того, что вы их потеряете, есть. Форсунка выглядит вот так вот. С виду грязноватая. Будем чистить. Для того, чтобы вынуть форсунку из топливной рампы, необходимо взять отвертку, аккуратненько маленькую, в распорочку поставить и просто вытащить. Как я это делаю. Она дальше пойдет и будет все намного проще. С двух рук это будет намного удобнее. Вот вы видите, она вылезает. Аккуратненько она у меня вылезает. Все, снял. Ничего, самое главное, не потерять. Дальше форсунка просто тянется наверх и вытаскивается. Поворотными движениями там находится точно такое же колечко резиновое. Все, вот она форсуночка. Снимаем все форсунки точно так же, как и эту, и будем их прочищать. Все, сняли мы форсуночки, вот они у нас лежат. С виду состояние грязноватое за 100 тысяч, но никто сюда не лазил. Теперь нам необходимо сделать приспособление. Приспособление делается очень просто. Берется обычный шприц, вытаскивается из него все, оставляется только корпус. Шприц я взял 5 мл. Вытаскиваем верхнюю резинку, вот эту вот черную, которую вытаскиваем, и вставляем этим же самым концом, где вытаскивали, в ответную часть от шприца. То есть должна получаться какая-то вот такая конструкция. Берем два провода, плюс и минус. К ним, не знаю, либо припаиваем, либо как-то приставляем клеммы, которые подойдут у нас как раз в данную колодочку. Клеммы здесь маленькие, они, так скажем, универсальные. В общем, продаются, они стоят копейки. Прям в гараже можно их скрутить. И обычных два провода. Вставляем данные провода в форсунку. Насколько я знаю, без разницы, как вставлять, но я могу ошибаться. То есть попробуйте проверить, как это можно, как правильно вставлять. Берем форсунку, подключаем ее. Ну, соответственно, красный у меня плюс, синий у меня минус. Приставляю провод и слушаю, как она у меня щелкает. Если щелкает, значит все собрали правильно. Слышим, что клапан внутри срабатывает. Соответственно, дальше. Вот это горлышко я немножко обрезал. Вы обрежете как вам надо, может быть, даже не придется резать, может, с помощью изоленты как-то. Но, в общем, суть в чем? Мы берем обычный очиститель карбюратора. Вот я Феликс купил, не реклама, ничего. Здесь вот такой вот носик. Данный носик нам необходимо вставить вот сюда, вот, чтобы зазор был минимальный, то есть с натягом. Посадка должна быть с натягом. Мы ее вставляем, и внутри данной конструкции у нас должно создаваться давление. Я создал давление такое, что у меня даже очиститель как таковой и не срабатывал. То есть давление, которое находилось в шприце, было больше, чем давление, которое находилось у меня в очистителе карбюратора. После того, как мы это дело все собрали, сейчас я буду показывать. Сейчас я его быстренько соберу сам. Отлично. Очиститель карбюратора вставили, форсунку вставили, даем давление. То есть нажимаем. При этом необходимо придерживать форсунку. Как только у меня давление сюда, то есть жижа не подается в шприц, я понимаю, что у меня давление здесь больше, чем здесь, соответственно, я начинаю включать. Включаю, смотрим. Видно, как она распрыскивает. Жижа закончилась, еще раз добавляем ее. Нужно дойти до того момента, как только у нас пойдет не струей,
сама вот эта жидкость, которую мы сюда наполнили, а фонтаном. То есть она должна как бы расходиться. Вот как вы видите, у меня она расходится. Сделаю 2-3 раза. И да, нужно не держать именно вот так вот, а именно нажимать. То есть подавать импульс. Все, форсунка чистая. И так необходимо проделать с каждой форсункой. Все, помыли мы форсуночку. Чистенькая она стала вот такая вот, в таком хорошем состоянии. Видно, что она отмылась. Струя у всех форсунок одинаковая, хорошо распределяют. Можно устанавливать все это дело на место. Устанавливаем, просто вставляем сюда вот, и все. Если у вас есть силикончик, можно чуть-чуть силикончиком помазать. Если нету, то лично я мажу литолом. Прям чуть-чуть, капельку. Чисто для того, чтобы она туда заехала. И все, сейчас соберу, покажу как. Да, железную пластинку вставлять необходимо после того, как вы вставите форсунку. То есть вы вставляете форсунку, после этого вы ставите железную пластинку сюда и просто ее туда заводите. Вот одну форсуночку я уже вставил. Сразу для тех, кто будет говорить, что литолом мажут дурачки и так далее. Вот здесь вот есть литол, его прям капелька. Он нужен чисто для того, чтобы форсунка зашла в рампу. Опять же, так делаю только я и не говорю, что это правильно, но тем не менее. Железка, которую нужно будет ставить, находится вот в этом вот пазике. То есть, что мы делаем? Берем форсунку, вставляем ее, заводим. Все, вот она у нас залезла. Все у нас там хорошо. Далее берем железку эту, которая держит планочку. Вставляем 2 штыречками сюда. Блин, какие у меня тут слова интересные, да? Пазочка, штыречка. Ладно, вставляем. Самое главное, чтобы вот эти уши у нас совпали. То есть пластиком. Видим, совпадает. И просто нажимаем на нее. Вот она у нас залезла. Ну и вот эту вот ухо подравниваем, как нам надо. И до конца ее вдавливаем. Все, она у нас на месте, никуда не денется. И так необходимо проделать со всеми. Все форсуночки я поставил на место. Они надежно у меня закреплены, все так же, как и было. Сразу можно вставить фишки, если они вас как-то напрягают. Вставляется просто вставляем, даже ничего жать не надо. И до конца, до упора тащим. Щелчок услышали, все, она на месте, уже никуда не денется. Каждую вставляем и после этого заводим рампу на свое место. То есть ее аккуратненько туда-сюда, движениями такими, можно даже к центру. В общем, с 2 рук надо. Так, получилось у меня завести. Вот и все. Далее можно просто прикручивать саморезы, что мы сейчас и сделаем сразу. Сильно тянуть не надо. Ну, собственно, вот и все. Топливная рампа у нас находится на месте. После этого нам нужно будет вставить шланг подачи топлива на свое место, так же, как и был. К сожалению, показать не могу из-за того, что нужны вторые руки. И поставить обратно воздушный фильтр. Фильтр воздушный ставится так же, как и снимался. То есть сначала вставляем в корпус дроссельной заслонки, после этого вставляем вот в эти вот фишечки, они должны попасть. Просто защелкиваем, давим вниз и вставляем сюда вот воздушный патрубок, который подает, собственно, воздух у нас в дроссель. Да, я еще не сказал, вот здесь вот есть на впуске грибочек вот этот вот маленький. Нужно, чтобы он совпал вот с этим вот. Вот. Соответственно, с другой стороны точно такой же есть. И тогда все станет на свои места. Все, собрал я данную конструкцию, фильтр я уже поставил, не стал крышкой закрывать пока. Форсуночки запоминаем, как у нас стоят, где сырые, где не сырые, но по идее все должно быть сухо. Проверяем шланг, то есть стоит ли он на месте. Не забываем ставить вот эту трубку в корпус фильтра у нас. И хомут проверяем, чтобы он
так скажем, свободно у нас не слазил. Просто рукой дергаем и все. Сейчас я крышку вставляю, закручиваю от фильтра. Не забываем вставлять вот сюда вот шланг от этой крышки. И идем проверять. Накидываем минусовую клемму. Все. Регистратор у меня уже заработал. Все, у меня тут время все обнулилось. Ну ладно. Что нам нужно сделать? Сейчас нам нужно нагнать давление в топливную рампу. Для этого включаем зажигание. Насос загудел. Еще раз выключаем. Включаем. Насос загудел. И еще разочек, третий. Все, давление мы нагнали. Ставим на нейтралочку, заводим. Немножко почему-то ее потряхивает. Опять же, оборот у меня высоковат, потому что мотор у меня остыл. Почти 30 градусов. Сейчас снизится. По расходу давайте посмотрим. Ну, где-то можно погазовать. Ну, на педаль также реагирует. Все, обороты у меня, в принципе, выровнялись. Машина уже не трясет. Давайте пойдем посмотрим, что у нас там с форсунками. Не льет ли она сквозь резинку, которую мы поставили. Следы. Было. Это было. Здесь вроде как тоже все было. Ну, на этом ремонт завершен. Большущее всем спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Помыли мы сегодня с вами форсуночки. Данный метод, который мы с вами пользовались, подойдет не только к автомобилю Volkswagen Polo Sedan, но и ко всем остальным автомобилям. Не знаю, будь то у вас там Mitsubishi, Honda, без разницы. То есть данный метод универсален. Если вы не смотрели еще видео по замене сеточки в топливном баке Volkswagen Polo Sedan, то есть фильтр грубой очистки, то ссылочки я оставлю в описании. Еще раз большущее всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!